Это знаменитый полудоллар Колумбовой выставки, выпущенный в 1892 и 1993 годах к Всемирной выставке в Чикаго. Конгресс разрешил выпуск до 5 миллионов серебряных халфов. Показать новую Америку, современную, энергичную, технологичную. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на канале Заметки нумизмата. Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных полудолларах США. Сегодня речь пойдет о монете, с которой фактически начинается большая история американских памятных полудолларов. О ее загадке я как-то ранее рассказывал вам у нас на канале. Это знаменитый полудоллар Колумбовой выставки, выпущенный в 1892 и 1993 годах к Всемирной выставке в Чикаго. Перед нами монета, посвященная Христофору Колумбу, 400-летию его первого плавания через Атлантику и одной из самых масштабных выставок конца XIX века. Полудоллар Колумбовой выставки занимает особое место в нумизматике США, потому что считается первой полноценной памятной монетой, выпущенной монетным двором США для продажи публике как сувенира и памятного предмета. До него американской монетной историей были регулярные монеты, пробные выпуски, медали и специальные проекты. Но именно этот халф стал отправной точкой классической серии федеральных памятных монет США. Исторический фон связан с Всемирной Колумбовой выставкой, проходившей в Чикаго в 1893 году. Формально поводом было 400-летие путешествия Колумба 1492 года, но по значению выставка гораздо шире обычной годовщины. Она стала демонстрацией амбиций Соединенных Штатов, их промышленной мощи, технического прогресса, городского размаха и желания заявить о себе как о новой мировой державе. Конец XIX века был временем стремительных перемен. США превращались из страны фермеров и региональных рынков в индустриальную державу с железными дорогами, заводами, электричеством, крупными городами и растущим финансовым влиянием. Выставка в Чикаго должна была показать не только память о Колумбе, но и новую Америку, современную, энергичную, технологичную и уверенную в будущем. Сама выставка стала огромным событием. Она занимала сотни акров, привлекла миллионы посетителей и вошла в историю благодаря так называемому «белому городу», грандиозному ансамблю павильонов и неоклассическом стиле. Здесь демонстрировались достижения промышленности, науки, транспорта, искусства и архитектуры. Одним из символов выставки стало колесо обозрения Ферриса, созданное как американский ответ Эйфелевой башни Парижской выставки 1889 года. На этом фоне идея памятной монеты выглядела логично. Организаторам выставки нужны были средства, а серебряный полудоллар должен был одновременно служить сувениром, рекламным инструментом и способом привлечь дополнительные деньги. Конгресс разрешил выпуск до 5 миллионов серебряных халфов. Их должны были передавать организаторам выставки и продавать публике по цене $1 за штуку. То есть монета номиналом 50 центов продавалась вдвое дороже номинала. Для 1890-х годов это был смелый опыт. Сегодня продажа памятной монеты с наценкой кажется привычной, но тогда публике фактически предлагали новый формат. Не просто серебряную монету, а официальный сувенир большого исторического события. Выставка была приурочена к 400-летию 1492 года, но фактически открылась уже в 1893. Именно поэтому халф Колумбовой выставки выпускался с двумя датами – 1892 и 1893. Для коллекционера обе даты являются частью одного типа, но многие стараются иметь в собрании оба варианта. Художественное оформление связано с двумя известными граверами монетного двора США – Чарльзом Барбером и Джорджем Морганом. Обычно аверс приписывается Барберу, а реверс – Моргану. В литературе также упоминается скульптор Олен Уорнер. Его модели и идеи учитывались при подготовке дизайна. На аверсе изображен профиль Христофора Колумба, надписи вокруг портрета лаконичные официальные United States of America и Columbian Half Dollar.
Для своего времени это был необычный выбор. На американских монетах чаще встречались аллегорические фигуры свободы, орлы, щиты и государственные символы, а не портреты конкретных исторических личностей. Именно поэтому этот выпуск воспринимался как переломный. На монете появляется не абстрактная свобода, а исторический персонаж. При этом важно помнить, достоверного прижизненного портрета Колумба не существует. Поэтому изображение является условным образом, созданным по позднейшим представлениям о его внешности. Реверс монеты не менее интересен. На нем изображен корабль «Санта-Мария», флагман Колумба. Под кораблем размещены два полушария, а дата 1492 разделена. Цифры 14 находятся слева, а 92 справа. Внизу указана дата самой монеты 1892 или 1893. Вокруг идет надпись «World's Columbian Exposition Chicago». Она объединяет сразу несколько смыслов: путешествие, географическое открытие, старый или новый свет, Атлантику и Чикаго как место новой американской демонстрации силы. Этот реверс особенно любопытен тем, кто знает творчество Джорджа Моргана. Морган знаменит прежде всего своим долларом 1878-1921 годов. Но здесь он работает не с классическим орлом и не с образом свободы, а с историко-географической сцены. Реверс получился повествовательным, почти медальным и во многом предвосхитил будущие памятные выпуски США. По тиражам эта монета резко отличается от большинства ранних памятных полудолларов. Если многие последующие выпуски чеканились десятками тысяч экземпляров, то для полудоллара Колумба был разрешен максимальный выпуск до 5 миллионов. Фактически было распределено 950 тысяч монет с датой 1892 и 1 550 405 монет с датой 1893. До мира ранних памятных выпусков это огромные цифры. Именно поэтому полудоллар Колумбовой выставки нельзя назвать редкой монетой в обычном смысле. В отличие от выпусков Гудзон, Гавайи или Старая испанская тропа, он довольно часто встречается на рынке. Его можно найти как в обращавшемся состоянии, так и в достойном коллекционном качестве. Но массовость не делает монету менее важной. После закрытия выставки стало ясно, что спрос оказался ниже ожидаемый. Большое количество монет осталось непроданным. Часть пытались реализовать по номиналу, часть попала в обращение, часть была возвращена и переплавлена. Из-за этого многие сохранившиеся экземпляры имеют следы обращения, потертости, царапины, слабую поверхность. Так возникает интересный парадокс. Монета доступна, но действительно красивый экземпляр с сильным блеском, хорошей прочеканкой и приятной патиной требует внимательного отбора. При оценке состояния стоит смотреть на несколько зон. На аверсе важны волосы и лицо Колумба, щека, поле вокруг портрета, верхней части рельефа. На реверсе нужно смотреть на паруса Санта-Марии, линии корабля, полушария, нижнюю дату и открытые поля. Хороший экземпляр должен выглядеть цельно. Для этой монеты важна не только формальная оценка состояния, но и общее впечатление, живой блеск, спокойная патина, аккуратные поля и читаемые детали корабля. Из-за большого количества сохранившихся монет этот выпуск часто становится входной точкой в тему ранних памятных монет США. Многие коллекционеры начинают знакомство с серией именно с него. Он исторически первый, легко узнаваемый и сравнительно доступный. Но смотреть на него только как на дешевый массовый выпуск было бы ошибкой. В нем заключена история рождения целого направления американской нумизматики. После полудоллара Колумба модель памятной монеты, продаваемой выше номинала, будет повторяться снова и снова. К выставкам, юбилеям штатов, городов, сражений, маршрутов переселенцев и мемориалов. Любопытная история первого экземпляра. Первый отчеканенный полудоллар Колумба был продан за огромную по тем временам сумму $10 тысяч представителям компании пишущих машинок Remington. Это была не просто продажа монеты, а публичная рекламная акция, призванная подчеркнуть престиж выставки. Есть и более широкий культурный контекст. Сегодня фигура Колумба воспринимается гораздо сложнее, чем в конце XIX века. В 1892-93 годах официальный рассказ строился вокруг открытия, прогресса и цивилизационного достижения. Современный взгляд больше внимания уделяет последствиям европейской колонизации для коренных народов Америки. Поэтому это
монета одновременно является памятником своего времени и поводом увидеть, как меняется историческая память. Она говорит не только о 1492 годе, но и об Америке 1890-х годов, индустриальном подъеме, выставочной культуре, вере в прогресс, роли Чикаго и попытке государства создать официальный исторический образ через монету. Если рассматривать этот выпуск внутри всей серии ранних памятных эльфов США, он занимает роль отправной точки. После него появится доллар Лафайета, квота Изабеллы, Панамо-Тихоокеанские выпуски, Пилигримы, доктрина Монро, Каменная гора, Орегонская тропа, Техас, Коннектикут, Гудзон, Гавайи и многие другие. Но именно полудоллар Колумба первым показал, что памятная монета может быть федеральной, массовой, сувенирной и коллекционной одновременно. Сегодня он остается одной из самых узнаваемых и символичных монет среди ранних памятных полудолларов США. Он доступен, историчен, памятен по сюжету и при этом достаточно сложен, если искать не просто любой экземпляр, а действительно красивую монету высокого уровня. В этом состоит его особая привлекательность. Полудоллар Колумбовой выставки – это не просто монета про Колумба, это первая глава большой истории ранних юбилейных полудолларов США. Официальный сувенир Великой выставки и серебряный символ эпохи, когда Америка впервые решила рассказать о своих амбициях языком памятной монеты. Смотрите следующие наши выпуски, посвященные памятным монетам США, и, конечно же, смотрите на их красоту. До следующих встреч!